Кто-то расстается с ними так же тяжело, как с первой любовью, беспокоится о них всю жизнь и ни за что не согласится вести общий бюджет, сколько бы кто ни зарабатывал. А кто-то тратит деньги легко и так же легко отдает их мужчине, чтобы тот их считал, сводил дебет с кредитом и контролировал расходы. Почему одни девушки предпочитают просить деньги у своих мужей, а другие настаивают, чтобы мужья просили у них? Существует ли вообще формула идеального семейного бюджета? Оказывается, нет. Потому что наше отношение к деньгам – вещь такая же индивидуальная, как, например, биоритмы или метаболизм. И формируется оно если не с рождения, то очень скоро после него. Если верить теории Зигмунда Фрейда, то такие свойства личности, как расточительность, бережливость и прижимистость, возникают и находят свое подкрепление во время так называемой анальной фазы развития, то есть когда нам примерно от года до 2. Да-да, то, как происходит приучение ребенка к горшку, напрямую влияет на его последующее отношение к долларам, рублям и евро. Психотерапевт, профессор Вадим Петровский объясняет это так: содержимое кошелька может бессознательно ассоциироваться с содержимым собственного кишечника. Когда-то драгоценный подарок ребенок мог придержать при себе или извергнуть на радость родителям. Если мама и папа сильно хвалили малыша за то, что он по их первой просьбе все отдал, он может, повзрослев, стать расточительным и спускать деньги на ветер. Если они ругали его за то, что он не успел добежать до горшка, не удержал, он имеет все шансы стать жадным и сидеть на своем капитале, как дядюшка Скрудж. Ну, а если они относились к приучению к горшку спокойно, без фанатизма, то, скорее всего, он и будет считать, что деньги – это просто эквивалент товара, и никаких особенных эмоций с ними связывать не будет. И только позже, лет в 5, ребенок начинает понимать, что такое настоящие деньги. Мама с папой могут говорить, что деньги – это важно, или не очень, что их мало или что много, ссориться из-за финансовых вопросов или замалчивать проблемы. В этот момент ребенок формирует свою точку зрения на то, хорошо или плохо стремиться к богатству. Если в семье принято презирать материальные ценности, то велика вероятность того, что позже, в 20, 30 или 40 лет, одна из частей его личности будет стремиться хорошо заработать, потому что это желание стимулирует общество, но другая, та, которая по-прежнему следует родительскому предписанию, минус будет сильно охлаждать его энтузиазм. Ребенок также замечает, для чего люди используют деньги. И речь не об игре в магазин, в которой обменивают игрушечные товары на монетки. Наблюдая за родителями, он начинает понимать, что эти ценные цветные бумажки люди используют в разных целях.
Например, в качестве замены внимания и любви. Отстраненные родители, которые откупаются дорогими подарками, учат приравнивать чувства к суммам. Когда их дети повзрослеют, их уверенность в себе и завтрашнем дне будет находиться в прямой зависимости от количества денег на банковском счету. Невнимание к детям или любимому человеку они по доброй семейной традиции будут искупать подарками. Для многих супружеских пар деньги становятся орудием манипуляции друг другом. Постоянные обвинения в том, что жена слишком много тратит, а муж слишком мало зарабатывает, распри на тему семейного бюджета – все это является основой для многих игр, смысл которых заключается не в том, чтобы решить реальную проблему нехватки деньзнаков, а в получении неосознанной психологической выгоды. Читайте также: деньги в отношениях, он вам должен или не должен. Обычно супруги в таких случаях меняются ролями. Сначала один играет в преследователя, другой – в жертву, потом кто-то из них становится спасителем. И так по кругу, точнее, по треугольнику. Формально они говорят о деньгах, но на самом деле обсуждают вопросы собственной сексуальной жизни, власти, свободы, одиночества и близости. Наблюдая за этим, ребенок делает вывод о том, что финансы – это не только и не столько способ приобрести нечто, сколько способ решать межличностные проблемы. Они становятся для него символом чего-то большего, происходит подмена понятий, которая не упростит ему дальнейшее существование. Поэтому, когда вы в очередной раз впадете в панику, узнав, сколько у вас на счету осталось денег, или начнете ругать мужа за то, что он потратил ползарплаты на аудиосистему для автомобиля, вспомните свою, его, семейную историю. Осознав реальные причины наших игр с финансами, мы начнем гораздо легче и лучше контролировать ситуацию или, по крайней мере, отношение к ней. Женский взгляд в семье есть траты, которые касаются обоих. Елена, 35 лет, бренд-менеджер, в гражданском браке 15 лет, есть дочь. Я не знаю, сколько зарабатывает Игорь, он не знает, сколько получаю я. Подозреваю, что у меня выходит побольше, но не думаю, что намного. Никакого общего бюджета у нас, соответственно, нет. Но понятно, что в семье есть траты, которые касаются обоих каждый месяц: продукты, квартплата, расходы на ребенка. Мы все это оплачиваем более или менее по очереди, а если совсем честно, то я аккуратно дирижирую очередностью, но справедливо, так что скандалов не возникает. Какие-то серьезные траты мы поделили. Я, например, плачу няне, Игорь оплачивает ремонт машин. Их у нас в семье две, одна джип, другая легковая, но очень красивая. Мы меняемся в зависимости от того, у кого как складывается день, кто везет стулья на дачу, у кого сегодня деловая встреча, на которую нужно подъехать с шиком.
Все более или менее ценные вещи у нас общие, но покупаем мы их, как правило, по отдельности. Кому очень захотелось телевизор в полстены, тот за него и платит. Смотреть будем вместе. На путешествия мы скидываемся, в этих случаях у нас бюджет все же общий. Игорь впал бы в кому, узнай он, сколько стоит цепочка, не золота, Chanel, минус, ну так я ему про это и не скажу. В магазине я оказываюсь редко, нет времени, зато вполне способна оставить там кучу денег, ни с кем не посоветовавшись. Мне было бы очень неприятно отчитываться в таких вещах перед мужем. В конце концов, я много работаю, а главная ценность заработанных денег состоит в том, что за них можно купить немножко свободы. Мы решили, что будем жить по-советски. Наталья, 34-го года, маркетолог, замужем 5 лет, сыну 1 месяц. До того, как пожениться, мы с Пашей лет 7 жили на 2 дома. Пару раз в неделю он ночевал у меня, пару раз я у него, в остальное время мы принадлежали сами себе. Никакого общего бюджета у нас тогда не было, равно как и совместных трат. В кафе и ресторанах Паша платил за меня, продукты покупал в основном тоже он, но это все были смешные суммы, никто их не считал. Когда мы наконец-то решились пожениться, Паша переехал ко мне и в конце месяца положил всю зарплату на стол, как в добрые старые времена. Мы с ним посмеялись на эту тему, но в результате решили, что так и будем жить, по-советски. У меня фиксированная зарплата, у Паши она зависит от количества клиентов, он врач-стоматолог. В какие-то месяцы он получает больше, чем я, а иногда меньше. Как бы там ни было, я распоряжаюсь семейным бюджетом сама. Крупные покупки, а также поездки мы обсуждаем вместе, и я на них откладываю. Поначалу мне показалось, что мы нашли идеальную схему, но потом стали возникать проблемы. Паша все отдавал мне, а потом брал из тумбочки по чуть-чуть каждый день, не считая. Здесь 1000 на обед, там 100 000 на ремонт машины и еще парочку на покупку каких-то вентиляторов для компьютера. В результате он тратил не только свои, но и мои деньги. В какой-то момент я устроила скандал, мне ни на что было купить продукты. К тому же, в это время мы активно работали над тем, чтобы завести ребенка, и я пришла в ужас от перспективы оказаться в декрете без копейки. С рождением ребенка все кардинально изменилось. Паша вдруг превратился в сознательного и рачительного человека. Если раньше он мог запросто спустить на горбушке половину зарплаты, а потом еще заехать в азбуку вкуса, то теперь он стал принимать активное участие в планировании бюджета и в первую очередь думать о нуждах ребенка.
Он мне по-прежнему отдает зарплату, но теперь мы вместе расписываем основные траты. И по шоу уже не кажется, что у меня в тумбочке волшебная бездонная бочка. Я отдала ему свою карточку, на которую мне приходит зарплата. Елена, 33 года, менеджер, замужем 5 лет, дочери 3 года, раз одна семья, значит, и бюджет один. Мы ничего друг от друга не скрываем, такой денежный расклад нас обоих устраивает. Как таковых своих денег нет ни у меня, ни у него, есть только общее. Я отдала ему свою карточку, на которую мне приходит зарплата. Зарабатываем мы приблизительно одинаково, но у мужа случаются подработки, так что можно сказать, что денег в дом он приносит больше, а за мужчину, который зарабатывает меньше меня, я бы замуж не вышла в принципе. Начали мы объединять бюджеты с того, что попробовали завести некий общий счет на хозяйство. Мы тогда приводили квартиру в порядок, покупали мебель, технику, и совершенно не хотелось считать, кто что в дом купил. Потратили одну зарплату, приступили к другой. Но все это было слишком сложно, не исключало ситуацию, что придется у собственного мужа в долг просить. Что это за отношения? В итоге все деньги объединили. Большие расходы мы планируем заранее. В этом месяце купим новый шкаф, а в следующем заплатим за медстраховку ребенка. Зарабатываем мы нормально, поэтому не экономим, но с появлением ребенка решили понемногу откладывать. Пока не знаю, что из этого выйдет, заначек у нас до сих пор нет. Деньги стараемся тратить разумно, но друг друга в расходах не ограничиваем. Мы оба взрослые, каждый понимает, сколько можно потратить на себя. Споров и ссор, как правило, не возникает. Муж меня сам часто уговаривает, чтобы я купила себе что-нибудь из одежды. Я, пока не сношу одни джинсы, за другими не пойду. А он любит меня одевать, ему не надо объяснять, зачем нужно 20-е платье. Он прекрасно понимает, что я женщина и мне надо за собой ухаживать. Маникюр, педикюр, парикмахерская, массаж, я только говорю ему, сколько мне надо денег. Но повторюсь, все в разумных пределах. Также и муж. Он ездит в Европу на крупные футбольные матчи, любит дорогой алкоголь. Я ничего не имею против, потому что у нас на это есть средства. Если денег нет, значит, шотландского сингле-мальт тоже нет, а я пропущу маникюр. Такой у нас с ним договор. Деньги должен зарабатывать он, а ее задача – вдохновлять его. Яна, 31 год, домохозяйка и ведущая тренингов для женщин, замужем 10 лет, 3 дочери. В нашей семье муж распоряжался деньгами с того самого момента, как мы начали жить вместе.
Работать я стала недавно, но мое главное занятие – любить, поддерживать и ухаживать так, чтобы мужу ничто не мешало работать. Он – президент крупного издательского дома. Кстати, мой муж тоже говорит, что при наличии рядом правильной женщины доход увеличивается. Дима сразу выделил мне несколько бюджетов. Один – на мои личные мелкие расходы. Другой – на продукты плюс все хозяйственные расходы и персонал, нянь, домработницу, водителя и т. п. У каждого из нас также был одинаковый бюджет на одежду. Большинство расходов мы планируем вместе, но решающий голос, конечно, у мужа. Когда у нас не было детей, мы редко ограничивали себя в тратах и могли спокойно выйти за рамки намеченного. Сейчас у нас их 3, и мы считаем деньги гораздо аккуратнее. Появилась отдельная статья в бюджете на детскую одежду и на путешествия. Все эти деньги по-прежнему приносит Дима. Свою зарплату я либо откладываю, либо трачу на наряды или косметолога, либо на подарки мужу и детям. Я стала меньше брать у Димы наличные расходы, это было на 100% мое решение, ему я об этом даже не говорила. Мужа не ограничиваю в тратах, это его личное дело. У меня же редко возникает желание тратить больше, чем заложено в бюджет. Мне хватает, даже с учетом моих слабостей. Я, например, очень люблю обувь, у меня есть туфли и сапоги почти всех цветов радуги. Мой муж относится к этому вполне спокойно, знает, что я не преподнесу ему неприятных финансовых сюрпризов, не потрачу продуктовые деньги себе на шубу. Похожие финансовые отношения были у моих родителей. Папа, предприниматель, зарабатывал много и обеспечивал семью. Мама занималась домом, детьми, покупками. Отдельных статей бюджета у моих родителей, правда, не было, разве что папа обычно планировал, сколько потратить на отдых. Я считаю, что природа заложила в мужчину и женщину разные функции. Деньги должен зарабатывать он, а ее задача – вдохновлять его. В нашей семье все так и происходит. Мой мужчина зарабатывает деньги, а я в свою очередь делаю все, чтобы ему было со мной жить легко и приятно, чтобы ничто не отвлекало от бизнеса. Когда в семье работают муж и жена, лучше, чтобы мужчина занимался распределением денег, это более гармоничный вариант с точки зрения мужских и женских энергий. Если женщина зарабатывает больше, варианта 2, она может передать ответственность за распределение семейного бюджета мужу, чтобы повысить его значимость и самооценку. Или она может отдавать в общий семейный бюджет сумму, равную доходу мужчины, а остальную, например, откладывать. Каждому из супругов надо иметь заначку. Андрей, 28 лет,
финансист, холост. Есть девушка, мне не раз говорили, что я очень домовитый, поэтому, когда я женюсь, деньгами в семье, видимо, придется распоряжаться мне. Конечно, будет очень сложно сдерживать себя от покупок таких нужных вещей, как проектор для домашнего кинотеатра или мотоцикл, но я постараюсь, честно. Я считаю, что каждому из супругов надо иметь заначку. Ей, например, на ресторан с подружками, духи, одежду и косметику, ему на спортбар и всевозможные мужские игрушки. Сейчас моя девушка не знает, какой у меня доход, но, честно говоря, до недавнего времени я и сам не знал, сколько зарабатываю. Кризис быстро научил финансовой дисциплине. Девушка работает, но всю зарплату тратит на себя. Живем мы по отдельности, но когда проводим вместе время, я как платил за нее, так и продолжаю платить, но недавно пришлось с ней поскандалить. Ей хочется на концерт в дорогой клуб, я не могу это себе позволить, а она отказывается понимать, что если мы сегодня сходим в клуб, завтра нам будет нечего есть. Потребовалось целых 2 разговора по существу, чтобы донести до нее, что у меня, как и у всего развитого мира, кризис ликвидности, невыплаты и дебиторская задолженность. Читайте также, вы, он и деньги, как обсуждать финансы без вреда для отношений. Девушки, лучше сразу определитесь, как вы воспринимаете бойфренда, как кошелек с ушками или как человека, как личность. С первым все понятно, там можно себя ничем не ограничивать. А во втором случае проявляйте больше такта. Невысокий, или нестабильный, доход и невозможность баловать вас всем без отказа и без того бьет по нашей самооценке. Проявите партнерские качества и поддержите ее. Кто зарабатывает, тот и должен деньгами распоряжаться. Вадим, 35 лет, бизнесмен, женат 4 года, детей нет, большую часть трат, до 90%, минус покупки, аренда квартиры, содержание машины, я беру на себя, хотя жена тоже работает. Когда мы едем в отпуск, формально за все плачу я, но жена тоже участвует. Зарплата жены уходит в копилку и на ее нужды, парикмахер, одежда, а также иногда на покупку продуктов. Большую часть денег кладу в общедоступное место, остальную использую на свое усмотрение. Сейчас, когда с зарплатой не все хорошо, она в копилку ничего не кладет. Эта формула финансовых отношений для нас работает, она уже проверена временем, и мы из-за денег никогда не ссоримся. Сколько я зарабатываю, жена знает. Иногда она живо интересуется моими заначками, но потом переводит это в шутку. Про то, сколько я реально трачу, она не знает, так же как и я не в курсе всех ее расходов. Вообще, мой совет женщинам: не слишком пилите своих мужчин за их необдуманные траты.
Мужчины, они же дети. Когда я жил с родителями, все деньги, за исключением заначки, мы отдавали маме домохозяйке. Метод, по-моему, дурацкий. Кто зарабатывает, тот и должен деньгами распоряжаться. Если бы моя жена стала зарабатывать больше, я бы не возражал. Наоборот, это бы послужило хорошим стимулом, чтобы больше работать самому, а не заниматься всякой ерундой. Фото: Get Images.